Добрый день. Меня зовут Ермаков Сергей. Я практикующий психолог, исследователь, поэт, автор и разработчик природно-ориентированной психологии и психотерапии. Если хотите узнать подробнее, что это такое, в описании к видео есть ссылка. Обязательно переходите и посмотрите. А мы продолжаем разговор о сексе и сексуальности, и сегодня обратимся к важной теме, связанной с массой предрассудков, впрочем, как и все темы, касающиеся секса. Итак, мы поговорим о том, кому, сколько и как часто нужен секс. Начнем с двух очевидных стереотипов. Считается, что, во-первых, каждый мужчина хочет, или, по крайней мере, должен хотеть много секса. Во-вторых, что женщины хотят секса меньше, чем мужчины. Оба эти стереотипа ложные. Они запускают цикл фундаментальных искажений, которые влияют на итоговое формирование восприятия и поведения людей относительно секса и сексуальности. Ну а правда же в том, кому, сколько и как часто необходим секс, заключается в явлении, которое в сексологии получило название «половая конституция». Половая конституция – это характеристика человека, определяющая его индивидуальный потенциал и объем потребностей в сексе, то есть здоровую частоту и периодичность половых контактов. Половая конституция в доминирующей своей части врожденная характеристика, хотя некоторые ее особенности являются приобретенными в зависимости от социальных условий взросления ребенка и особенностей протекания пубертатного периода. На искажение врожденной половой конституции могут влиять, например, пережитое сексуальное насилие или внешняя акселерация, то есть ускорение, или наоборот, децеребрация, замедление, то есть сексуального развития. Так же, как и депривация, то есть подавление сексуальной потребности в сензитивный, тот самый подростковый период. Выделяют три типа половой конституции. Первый – это сильный тип, второй – средний и третий – слабый. Любой из типов половой конституции может быть как у женщин, так и у мужчин. И вот приблизительно, без учета других важных факторов, при сильной половой конституции суточная потребность в сексе составляет где-то 6-10 раз, при средней – 1-2 раза, при слабой – 1 раз в несколько недель или даже в несколько месяцев. Выяснить свой тип половой конституции просто. В интернете в открытом доступе есть простые тесты определения типов половой конституции. Зачем это выяснять? А для того, чтобы жить, имея четкое представление о том, что для вашего конкретного организма является зоной здоровья относительно частоты и объемов сексуальной близости. Потому что вот если жить, руководствуясь теми стереотипами, о которых мы упомянули в начале, то велика вероятность появления каких-либо проблематик в сфере секса и психологических проблематик в частности. К чему, например, приводят попытки жить вне своей половой конституции? Рассмотрим, давайте, два примера. Допустим, у мужчины слабая половая конституция, а он пытается жить так, словно она у него сильная, то есть пытается часто и много хотеть секса или пытаться заниматься им. Надолго обмануть организм невозможно. Введение тела в гиперфункцию возможно в пределах от нескольких дней до нескольких недель. После этого неизбежно наступает физическое и психическое истощение. А в результате истощения организм в принципе откажется выполнять данную функцию даже в тех режимах, что были до перенапряжения. Проще говоря, это значит, что после попыток усилить сексуальную функцию, естественное желание секса еще больше снизится. Плюс повысится вероятность, например, проблем с эрекцией. На фоне этих проблем появятся и психологические проблематики, которые могут иметь как депрессивный, так и агрессивный, то есть насильственный полюс. А теперь рассмотрим второй пример. Допустим, у женщины сильная половая конституция, а она пытается жить так, словно она у нее слабая, то есть пытается игнорировать и отрицать объем своих сексуальных потребностей, всячески сдерживая себя и подавляя свои желания. Суть происходящего с ней будет аналогична. Организм невозможно обмануть. При сексуальной гипофункции организм также начнет сопротивляться в виде повышения депрессивных или агрессивных поведенческих реакций. Женщине из нашего примера ее сексуальное желание в любом случае не дастся заблокировать или отменить. Любые попытки его отрицать приведут к физическому и психическому перенапряжению.
что может привести к проявлению гормональных сбоев, например, проблемам с зачатием, неспособности испытать оргазм, вагинизм и много еще к чему. Разумеется, все это повышает риск появления самых разнообразных психологических проблематик. А что же делать, если, например, у партнеров разные типы половой конституции? Это важный вопрос. На него не ответить исчерпывающе в паре слов. Однако замечу, что разность половых конституций, то есть потребностей в количестве секса, не обязательно является приговором паре как системе. Если оба партнера знают о происходящем и готовы приложить усилия, то вполне реально выработать механизмы адаптации, компенсации, учитывающие потребности обоих. Да, это путь не из простых, но вполне возможный. На динамику сексуальных потребностей в паре влияет не только тип половой конституции партнеров, но и общая динамика отношений, фаза цикла пары, главная функция пары. Обо всем этом мы говорили в предыдущих видео, обязательно посмотрите их. В качестве вывода скажу, что жить вопреки биологическим особенностям своего организма – это значит наносить себе и окружающим вред, снижать возможности своей адаптации и качество развития. Объем индивидуальной потребности в сексе – объективный параметр, а не какая-то там модная теория. Знания об этом являются ресурсом, позволяющим оставаться здоровым, снижать риски физических и психологических проблематик. Каждый из нас может быть только собой, и в вопросах секса в частности. Узнавание половой конституции позволяет сделать один из шагов, чтобы лучше понять себя. Разумеется, динамика потребностей в сексе в течение жизни не ограничивается только типом половой конституции, а является вопросом комплексным. Но процесс познания должен начинаться с основ, и половая конституция как раз такая основа. А на сегодня будем разговор завершать. Я благодарю всех, кто досмотрел видео до конца, и напомню, что если вам необходима психологическая помощь, связанная с вопросами секса и сексуальности, обращайтесь. Я знаю как и умею работать с данной темой. Под этим видео вы найдете несколько полезных ссылок обо мне, а я желаю вам всего наилучшего и говорю до встречи.